В Государственном департаменте США уличили Кремль во лжи относительно провокации Украины, на которой Россия вынуждена отвечать развертыванием войск у границы во временно оккупированном украинском Крыму. Мы вообще не видим никаких признаков того, что Украина участвует в провокациях или способствует эскалации напряженности. Что мы видим, так это кампанию России по дезинформации, призванную ложно обвинить Украину за действия Кремля, сообщил на брифинге 20 апреля официальный представитель ведомства Нед Прайс. Действия России в приграничных районах, эскалация в Донбассе были одной из ключевых тем в штаб-квартире НАТО на прошлой неделе, отметил он. Госсекретарь Энтони Блинкен провел в Брюсселе встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. США четко заявили о поддержке Украины. Мы продолжим поддерживать правительство и народ Украины перед лицом того, что выглядит как запугивание, добавил представитель Государственного департамента США. Россия стягивает войска к границе Украины, в том числе со стороны временно оккупированного Крыма. С конца прошлого месяца в Пентагоне сообщили о том, что концентрация российских войск на границе на сегодняшний день самая высокая с 2014 года. Военное давление усиливается воинственной риторикой Кремля, открыто угрожающего Украине войной и запугивающего уничтожением государственности. Украина и партнеры обеспокоены переброской российских войск и увеличением их количества у границ с нашим государством, в том числе со стороны временно оккупированного Крыма. Совет нацбезопасности и обороны Украины круглосуточно мониторит ситуацию и готовит различные сценарии реагирования на действия РФ у границы. Региональные управления СБУ переведены в режим повышенной готовности. В областях проводятся антитеррористические учения и сборы теробороны. Украинские и зарубежные эксперты считают, что, нагнетая напряженность на границе и добиваясь эскалации в Донбассе, РФ преследует несколько целей: тестирует западную демократию на готовность жестко противостоять авторитарным режимам, оказывает психологическое давление на Украину, отвлекает внимание россиян от внутренних проблем, посылает сигнал поддержки боевикам в РДЛО. Подробнее о том, что произошло в последние дни во временно оккупированных районах Донбасса, возле границы вокруг Украины, и как это следует понимать, читайте в статье Сергея Немарыча «Военная тревога апреля 2021 года. Несколько простых выводов» и Алексея Ижака «Таежный казус Белли». В случае продолжения российской агрессии глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов рассмотреть варианты действий в случае продолжения агрессии против Украины и противодействовать попыткам России изобразить себя посредником, а не стороной конфликта, пишет Интерфакс Украина. Напряженность в Украине и вокруг нее стремительно растет. Совет ЕС по иностранным делам направил четкий сигнал о коллективной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщил Боррель. Он отметил, что министры иностранных дел на совместной видеоконференции в понедельник основное внимание сосредоточили в Украине и на том, как ЕС наилучшим образом может поддержать ее в решении проблем. Для этого они пригласили на видеоконференцию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Министры иностранных дел стран ЕС, сообщает Боррель, договорились, что должны говорить единым голосом в двусторонних контактах с Россией, на всех международных форумах G7, ОБСЕ и на переговорах с США. Он сообщает, что вместе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем подтвердил свое участие в саммите по международной Крымской платформе, запланированном на 23 августа в Киеве. Как сообщалось ранее, Кулеба и Боррель обсудили дестабилизирующие действия России против Украины. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хамчак и начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер пришли к договоренности о расширении учебно-тренировочной операции «Орбитал». Об этом сообщают представители ВСУ на официальном сайте. Встреча состоялась в Лондоне. Во время встречи обсуждены вопросы развития военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и Великобритании. В частности, достигнута договоренность о расширении учебно-тренировочной операции «Орбитал» в миссии по обмену опытом и подписано соответствующее техническое соглашение, пояснили в пресс-службе ведомства. В рамках договоренности будут возможности для развития вооруженных сил Украины. Речь идет о подготовке сухопутных войск, воздушных сил и военно-морских сил. Пояснялось в сообщении. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты признали уязвимость своей армии перед Россией и Китаем. В документе дали оценку готовности американских войск к ведению боевых действий с 2017 по 2019 год.
Компенсация и заглаживание. Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству требовать от России финансовой компенсации за ущерб от взрывов на военных складах в селе Вербитице в 2014 году. Об этом сообщает СИСНЕМ. Ранее убытки оценивали в 1 миллиард крон, более 46 миллионов долларов, как пишет издание. Премьер-министр Андрей Бабиш объявил, что Минфин уже готовит иск о взыскании убытков. Также представители Нижней палаты парламента предложили запретить российским компаниям участвовать в проектах строительства атомной электростанции и других объектов критической инфраструктуры в стране. Кроме этого, депутаты хотят еще больше сократить российское дипломатическое представительство в стране. Перед этим уже выслали 18 российских дипломатов. СИСНЕМ пишет, что в среду, 21 апреля, МИД Чехии может объявить о новой высылку сотрудников посольства РФ. Президент России Владимир Путин 21 апреля выступит с посланием Федеральному собранию. Мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что Владимир Путин будет говорить о системных мерах поддержки экономики и социальной сферы, пострадавших от пандемии. Для допуска на послание журналисты должны предоставить 3 отрицательных теста на коронавирус. Источники «Твердый знак» сообщили, что послание должно дать россиянам образ будущего, от которого они ждут улучшения своего благосостояния и ситуации в экономике. Эксперты полагают, что президент не сможет пройти и мимо проблем в области международных отношений. В город Мегри Сюникской области Армении с визитом прибыл премьер-министр страны Никол Пашинян. Как сообщило издание «Спутник Армения», жители города попытались не пустить кортеж главы правительства. В итоге господин Пашинян был вынужден уехать. Несколько десятков жителей города вступили в стычки с полицией и сторонниками премьер-министра. Они требовали, чтобы Никол Пашинян покинул город. Протестующие скандировали «Никол – предатель» и «Никол – турок». Полицейские пытались оттеснить их с проезжей части, чтобы дать дорогу кортежу премьер-министра. Жители Сюникской области недовольны реакцией властей Армении на действия Азербайджана в приграничных областях. Кроме того, накануне, 20 апреля, президент Азербайджана пригрозил решить силой вопрос создания Зангезурского коридора через Сюникскую область в случае, если Ереван откажется сделать это добровольно. МИД Армении назвал заявление Баку посягательством на территориальную целостность страны и угрозой применения силы. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий своевременную мобилизацию военнослужащих резерва. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины. Отмечалось, что президент Украины подписал закон о воинской повинности и мобилизации, принятый Верховной Радой 30 марта. Этим документом усовершенствованы требования к обеспечению вооруженных сил Украины и других воинских частей резервом боевой подготовкой, военнообученным персоналом в особый период без объявления мобилизации. Это позволит всем воинским частям быстро повысить свою обороноспособность и значительно повысить боеспособность в случае военной агрессии, а также своевременно реагировать на внезапные угрозы.